Всем привет! Доброго всем вечера! Сегодня мы начинаем с я и Мика нашу трансляцию. Вот она как приветствует вас тоже. Начинаем трансляцию, дабы продолжить вчерашние приключения в разломе, если можно их так назвать. Скорее испытания, да. Сегодня у меня открылась уже вторая часть. Третья через 10 часов только будет. Давайте отправимся и посмотрим, что нас ждет во второй части. Автоматическая зарядка. В разломе Шипурсина заряжается автоматически. Защищайте его и не давайте зарядке прерываться. Заданию. Доклад о работе. С помощью шипа помогите ученым избавиться от грязи. Ну, это все мы уже в курсе, мы уже знаем. Поговорим с Хусейни. И вот. Так. Сегодня я планирую сделать вот вторую эту часть, второй день, и продолжить вчерашнюю встречу с Куки Синобу. В прошлый раз это у меня заняло 1,5 часа. Так что настолько у меня и в этот раз идет на стрим. Так. Забыла опять камушек. И что-то изменилось, посмотрите-ка. Появились такие. Так, мне нужно камушек экипировать, точнее. Адъювант. Имя забываю, как он правильно называется. Не, наверное, теперь. Так, вот. Знакомый он. Вот тут тебя на этот раз. Квест не озвучен, я уже забыла. Я проверяю Шипурсина, говорит Хусейни. Шахтеры из Лиюэ в отличной форме. Понадобилось всего 2 человека, чтобы доставить шип сюда. Но поскольку шип имеет высокоточные элементы, необходимо проверить, не пострадали ли они во время транспортировки. В теории проблем быть не должно. В прошлый раз ты тоже говорил, отвечает Паймон, что проблем не будет. А в результате мы чуть было не пострадали. Теория и практика не одно и то же, но я все проверил перед вашим приходом. Все готово для запуска и работы. Шип может непрерывно заряжаться, и ему даже не нужен начальный импульс элементарной энергии. Так, шип может непрерывно заряжаться. Угу. Интересно, от чего? Да, прежде я модернизировал шип для Инадзумы, так что он мог заряжаться и работать только благодаря силе вектора. Подобное устройство не было присуще шипу Пурсину изначально. Изначально шип был предназначен для работы именно в этой среде. Грязь является для него источником. Нифига себе. Эта грязь дает энергию шипу. Если вдуматься, то проблема с разливом в разломе делится на 2 части. Первопричину и следствие. И так они открыли нефть. И первопричина — это артерии Земли. Да, чтобы ликвидировать источник, нужно запечатать выходы черной грязи из артерии Земли. Но запечатывание артерии Земли с помощью шипа не может полностью решить проблему с уже появившейся грязью. Шип может впитывать энергию грязи, уменьшая эффект загрязнения от уже вышедшей. Так что мы сможем справиться не только с основной проблемой, но и с ее последствиями. Таким образом, уже появившаяся из артерий грязь даст энергию шипу, чтобы закрыть выходы из артерии Земли. Те монстры, которые долго находились под воздействием, перестав получать ее энергию, резко ослабнут. Отлично, так проблемы с грязью, артериями и монстрами будут решены одним махом, знаешь? А этот шип лучше, чем Паймон думала.
Шипушнина, Паймон, блин, ты такая шипушнина. Госпожа Пурсина действительно великий мастер. Такое ощущение, что этот шип был специально создан для устранения подобных ситуаций. Если догадка верна, решение проблемы разлива черной грязи станет бесценным опытом. Ну что ж, я думаю, тут не поспоришь. Реально с этим такая проблема. Можно, если они ее решат, разлом опасным? Возможно, изучив шип Пурсины, я смогу понять, как именно госпожа Пурсина влияла на артерии Земли. Это принесет немало потрясающих открытий. Это очень ценное исследование. Было бы здорово получить за него в Академии премию наставника Кавикауса. Интересно, что это за премия такая? Это награда, присуждаемая Академии исключительно молодым ученым. Каждый год профессора Академии изучают доклады о проведенных исследованиях. С помощью голосования выбирают победителя. Местная Нобелевская премия получается у них. Ученые, удостоенные награды, должны соответствовать следующим критериям. Тема их исследования должна быть выдающейся и инновационной. Ученый должен обладать огромным личным потенциалом. Кандидат должен быть не старше 40 лет. Те, кто получил премию наставника Кавикавуса в возрасте до 40 лет, в дальнейшем завоевывали большую известность в академической среде Сумеру. Да, здорово. Так что давайте активируем шип Пурсины и разберемся с появлением в шахтах черной грязи. Но осторожно, шип-прибор замечательный, но хрупкий. Если в процессе работы он подвергнется удару или на него попадет черная грязь, то во избежание более серьезных повреждений шип тотчас перестанет работать. Мне это уже не нравится. Поэтому во время зарядки и работы шипа нужно быть осторожнее с черной грязью и монстрами. Так. Задание выполнено. Что, мне получается, нужно снова будет его защищать, я правильно понимаю? Так, вот, автоматическая зарядка. Шип будут непрерывно очищать окружающий... шип будет. Может, шип будет непрерывно очищать окружающее пространство во время подзарядки. Задание считается выполненным, когда уровень заряда достигнет 100%. Если атаковать шип, он перейдет в неисправное состояние, подзарядка на время прекратится. Угу. Кроме того, использование чистого сияния во время нормальной работы очистит ближайшие грязевые скважины, даст дополнительную энергию и ускорит процесс. Понятно. Тогда мне нужно подзарядить камушек. По-моему, его можно было подзарядить. Да. Так. Что-то они меняли здесь. Эх, ну, ради 80 кристальчиков можно попробовать. Так. Так, очистить область от грязи. Это копает быстро. Чисто штука будет взрываться. Вообще не дать прикоснуться, да вы что? Блин, венти надо было. Burst forth. Блин. Witness my great undertaking. Emerge. Nothing lasts forever.
here. Ну, как-то сложно дать. Блин. Точно в винте нужен. Стало, конечно. Опять. Burst forth. Emerge. Right here. Right now. Verdict is... Feel this ancient power. Right here. Emerge. Right now. Дайте подзарядку. Ну вот. Let's dance. Что я должна делать? Куда бежать? Witness my great undertaking. Right here. Right now. A sight to behold. Почему-то не хочет. Все. Да, мне кажется, немножко бестолково получилось. Ну ладно. Может быть, не засчитают. Дайте, пожалуйста. Ух ты! Получилось лучше, чем я представлял. Все данные внесены в журнал, говорит. Главное, удалось очистить все от черной грязи. Вот только... Почему ты выглядишь недовольным? Разве плохо, что шахта теперь чиста? Дай подумать, ранее мы с Хидивом предполагали, что местом выхода черной грязи из артерии Земли является шахта. Нельзя так просто очистить выход из артерии Земли, значит, выход находится где-то в другом месте. Разлив черной грязи оказал влияние не только на шахту, но и на штольни. Да, это показывает, что выход черной грязи из артерии Земли находится в районе штолен. Они узкие, и черная грязь там легко скапливается, привлекая монстров и создавая куда более серьезные проблемы. Но я верю в шип Пурсины. Госпожа Пурсина создала действительно великий прибор. Но сначала я должен проверить и настроить его, а затем шахтеры доставят шип в штольню. Так. Ну, кажется, на этот раз точно все. Верно, отлично. 80 кристальчиков, камней, истока, ура! Класс. Через 10 часов мы продолжим. Видимо, отправимся к штольне или к штольням. Most humans could have the entirety of their fleeting lives chronicled in but a few short lines. Their stories. Ну и к моей радости можно валить из разлома, отправляться в Инадзуму. И все много более приятно, красиво, вот, красота и уютно. Менять аппаратик и отправиться на встречу с Куки Синобу. Вчера я успела сделать 3 концовки из 5. Давайте-ка попробуем добыть мне еще 20 кристальчиков. Потому что мне очень хочется покрутить этот баннер. Вот. Потом посмотрим, если будет время, может быть, ходить на встречу с кем-нибудь еще. Ну, вероятно,
Быстро. Путь на север. Сюда. Отправляйтесь на север на поиски. Кого мы там искали? Так, кажется, члены банды от нас убегали. Такое вчера было. Пойдемте-ка глянем. Так. Да, вот он, этот паренек, который быстрее всех убежал и дальше всех. От кого, наверное, не ожидал. Кира. Что ты там рассматриваешь? Sinobu, please have mercy. Чё молния так шарахает? Huh? Oh, you scared the heck out of me. I was so sure she'd be with you. Boy, this is lucky. I closed my eyes and just ran and ran. Then I tripped and fell, and this is where I ended up. And what do you know? It's the perfect hiding place. Even comes with these huge boxes. If I can squeeze myself inside one of them, Shinobu will never find me. Don't sell me out. Boss said our gang is our clan, and... Так, ну, меня хоть и взяли в одной из встреч главным советником, кажется. Допустим, второй вариант. Well, friends should look out for each other too. Выкрутился. Anyway, please, help me empty out one of these boxes. Так, да. Kairagi? Wait a second. This sounds like Shinobu trying to scare me out of hiding. Even if it's not, I still feel like I'd rather face a bunch of Kairagi than an angry Shinobu. I ran so far this time, Shinobu's gonna be furious with me. Yeah, I think I better stay in hiding for a while. Ну, а помочь спрятаться? Thanks. Да, конечно. Кира попытался браться в ящик. Ah, shoot, there goes the flyers. Finally made it. But now there are flyers everywhere. Well, can't do anything about it now. Can you go back and see what Shinobu's up to? I need to figure out how long I need to lie low before she calms down. У меня вообще большие вопросы к главному персонажу. К ее манере поведения. Периодически. Все. Смотрите, как дела у Куки Синобу. Потому что периодически это приврать где-то. Эх. Вот она. Длинноволосая. Did you find anything? Ну вот, пожалуйста, конкретный пример. Ну с какой стати мне вообще ей врать? Ну, бред. Какое вообще впечатление это создает о таком греческом персонаже? Ну ладно. That's too bad. My search didn't turn anything up either. I just spoke to a Doshin. Apparently, the Kairagi are smuggling some supplies and they've hidden them in this area. They could come back at any moment to collect them. I just hope Akira doesn't run into them. I'm told they're stored in a few wooden boxes. What's wrong? You have this really weird look on your face right now. Вот, да, Акира как раз там и Wait, сидит. what? Never mind. Let's go. Теперь она будет думать, что нехороший. Опа. А где ящики? Вот они. Нет, правда. Is this Попали. the place? Да, вот только No boxes and a whole bunch of footprints. Now везли, you're just too late. унесли нашего. They can't have been gone for long, and with the supplies weighing them down, they couldn't have gotten far. Let's... И по следам отыщите Аки.
Around this point, there are weeds everywhere, and the footprints are hard to make out. Wait, is that one of the flyers they made? Вон они. There they are. Поговорите с Кайраги. Ох. Блин, ну Акира такой маленький посрать. Перерост. You little brat! Where are the supplies? What did you do with them? I think they probably ended up in the sea? You idiot! You've ruined everything! Ugh. And you've stuck these hideous flyers all over the box. What do you take us for, huh? Nothing! I mean, I didn't mean anything. Our deal can't go ahead now. You are going to pay for this. Wait! You better not mess with me. I'm from the Arataki gang! Come again? Ара чего? The Arataki gang! Never heard of it. You don't want to get on the wrong side of my boss. Even the general of the Shogun army doesn't dare to challenge him. And Shinobu, too. She's got connections all over Inazuma and Liyue. And Да. you're here. And Shinobu. So you're the Shinobu he's talking about, huh? Well, I don't know if I believe a word this little brat says. So tell me this. If you're really such a big shot, why do you hang out with this nobody? In the Arataki gang, nobody's a nobody. Listen and learn. Gang bylaws, Article 3. One of us is in trouble, all of us come to their aid. Ходу правила придумала. Bylaws? Do we even have those? Теперь есть Акира, да. We do now. You asked for it! Shinobu, watch out! Let's get Ух down ты. to business. Going somewhere? Right here. Cheap tricks. Come into being. Time for retribution! Finally, Our bond is strong. Hand over the supplies. Ух ты. What the? Who are you? Akira, what have you gotten us into? I didn't know they were gonna give them to the Fatui. Ай. Terrified! Nothing lasts forever. My duty. Emerge. Cooked food. Disgusting. Готово. I thought I was a goner for sure. So these Kairagi were just pawns of the Fatui. If we pass this information to the Tenryo Commission, it might go a long way towards making up for our past crimes. Huh? Shinobu, you mean I did something good this time? In terms of the result, yes. О, That was a close call. However, in terms of the process, you're a member of the Arataki gang, and you're out of breath just from fighting a handful of Kairagi and Fatui. я только не увидела, чтобы он сражался. Making up for our past crimes is one thing, but you really need some more hands-on training. Вот Куки. Теперь он тренирует. Shinobu! Shinobu, no! Help! О, да. Буря, от которой нет спасения. Все же сердитая Синобу будет пострашнее всяких Кайраги. Так. Типа. Give me a moment to compose myself. Анюк.
вот. Here we go. Отлично. Так, ну посмотрим, что мне дали. Встречу. Угу. Осталось получить кристальчики, камушки. Не. Так. Следующая остановка святилище. Отлично, мы снова встретимся с Мика. О, Винти тоже радуется. Класс. Ага. Снова встретимся с Яя. Well, hello there, little one. Oh, I see you brought a special guest. Lady Guji, I'm here to apologize on behalf of the Arataki gang. We will remove all the flyers and compensate the shrine appropriately for any damages. I hope Lady Guji can forgive their appalling behavior. So that's why you're here. Yes, that is a tricky situation. This is the Grand Narukami Shrine, after all. Ultimately, their actions here are tantamount to disrespecting the Shogun herself. So how about this? I've already assigned a shrine maiden to clear up your little flyers, so at this moment we are a little understaffed at the shrine. You mentioned appropriate compensation. Perhaps you could fill in for this shrine maiden and greet visitors for the day, I'm afraid I have to refuse. Oh? Such a hasty refusal. Do you think that's wise? Goodness, who knows what Tenshukaku would make of this if they heard about it? I can't believe it. Так, немножко потише, а то у меня привычно громче сейчас. Так. Второй вариант. Придется ей подчиниться. Very good. You've learned a lot since we last met. Если мы оставим все как есть, будет только хуже. True. I could deal with most people if they tried to exploit my weakness. Just not her. Да, я и Мика что-то сделать. Okay, I'll be a shrine maiden for a day. But let me be clear that this is for one day only. And one time only. Ух ты, мы узнаем, какие обязанности у руками на руками. Also, I'm not wearing a shrine maiden's outfit. Not happening. Oh, well, that's a shame. Hey, not you too! That settles it then. Now, there are already a few visitors at the shrine. Make sure you take good care of them. Посмотреть вообще на жриц храма я и Мика, в общем-то, тоже достаточно вольности. I know what I'm doing. Можно искать. Ooh, she marched off quickly. So cold. Похоже, больше моя помощь никому не нужна. Hold on now. Would you like to be a shrine maiden for a Ух day ты. as well? Ну, в целом... It's my shrine. If I say you're qualified, then you're qualified. Классно я. Besides, can you really bear the thought of leaving her here all by herself? Здесь Мика. So you'll stay and keep her company, yes? Don't worry, you'll both receive ample compensation for your trouble. It'll be quite worth the wait. Especially yours, I assure you. Да, зрите. Пугающе, я бы сказала. Смотреть на Венти в одеяниях жрицы храма на руками. Примите прихожан. Первое наше задание. Так, кто тут прихожанин? Oh, should I take the risk or... Такума. Who are you?
Такума. Ох, стоит ли так рисковать? Ой, это вы? Мы. Да. You're shrine maidens? They sure dress Hey. different these days. I suppose this is the Grand Narukami Shrine after all. Вежливый. I came across a potential business opportunity recently. They say that by financing an overseas merchant ship, you can make a 40% profit on your investment in 3 months. Так, значит, получается, прихожане ходят с какими-то вопросами, в том числе бизнеса, гадания какие-то. Several of my friends have already received their returns and want me to go in with them on a bigger investment. For some reason, I was feeling a little unsure about it, so I thought I'd come to the shrine and see what the great Narukami thinks. But the fortune slip I drew is neither positive nor negative. I'm at a loss on what to make of it. Most of the fortune slips in the shrine are pretty ambiguous. Could it be that our god wants me to come back and draw another slip tomorrow? And if the same happens again, then maybe the day after that? If you have all that time to draw slips, why not spend it on learning more about this merchant ship instead? I've heard of a scam where people make up a bogus investment and promise high returns in a short period. Так, In reality, they just use the new investors' money to pay existing investors their profits. Once people see the early investors making their money back, scores of other investors jump on the bandwagon, and then one day the people behind it just pack up and leave with the money. интересно. Oh gosh, come to think of it, they haven't given me any specifics about the shipping route or itinerary. By saying it's overseas and being economical with the details, they can filter out the folks who actually take the time to do their due diligence. It's another... Wow, is that true? Praise be to the Narukami. Clearly she has been watching over me amidst my confusion. Thankfully, I hadn't agreed to anything yet. Oh, yes, of course. Thank you, Shrine Maiden. Now that I think about it, I remember receiving similarly sound advice at this shrine in the past. That Shrine Maiden is long gone now, though. It's a real pity. Really? What a shame. But anyway, shouldn't you be getting back now to warn your friends? Oh, goodness, yes. I'll go and warn them all right away. Тебе не приходит в голову, а если... Here's hoping he manages to stop his friends in time. Right. There's another visitor. Let's see what he wants. Ладно. Скорее всего, она, конечно, права, но... Я запуталась в том храме. Терялась. Только же. Какой-то юноша Хаята. It seems even a change of scenery won't get the creative juices flowing. Who are you? Shrine maidens. Huh. I guess I could give that a try. Oh, this was the chief editor's idea? Then no wonder it's so novel. I, on the other hand, am all out of ideas. So I came to the shrine to pray for inspiration. Well, has it worked? Not so far. I guess I wasn't sincere enough or something. But I'm gonna come back tomorrow. I'm sure I'll stir the heart of our god eventually. Have you ever thought about going traveling?
Inspiration comes from life experience. The more places you go, the more people you meet, the more you'll have to share with your readers. It's natural to run out of new material when you're in the same place doing the same things every day. That's true. I haven't gone out exploring in a long time. Интересно. Логично. Actually, ma'am, you look very familiar. Have we met before here in the shrine? Мани имеет в виду ее сестру. Вчера, во время встречи, мы с ней познакомились. No, you must be mistaking me for someone else. Lack of social contact can easily lead to a deterioration in facial recognition abilities. Seriously? Oh, man. That's it. I'm packing my bags right away. Time to go traveling. Oh, that thing I said about facial recognition probably depends on the individual. Anyway, forget that. We have a new visitor. Let's go greet them. Так. Please, wait a moment, ma'am. We'll work something out for you as soon as possible. Oh, it's okay. There's no need to rush. What's wrong? Oh, perfect. This lady's granddaughter is going abroad Omamori. soon, and she'd like to give her an omamori before she leaves. Unfortunately, we just ran out. Could I trouble you to make some more? You should be able to find the brocade bags and knots on both sides of the shrine. For the paper slips that go inside, just ask Maki. I don't think I need to go into detail on how to write the blessing and put it all together. Я посмотрела на самом деле, как интересно. No, I can handle the rest. Вообще, это довольно-таки Thank you, dear. довольно-таки странно, почему просит ее это сделать, если она всего лишь жрица там на один день. Great. I'll take her to wash her hands first. We'll see you in front of the sacred Sakura when you're ready. Чудно. Ah, thank you all so very much. May the great Narukami bless you. Берите необходимые для Мамори материалы. Все-таки Див был. So this is where the knots are. Так. Surely that child isn't slacking off. Ясно. Что там? Traveling to other worlds is all that anyone seems to be writing about these days. Goodness knows what they find so Ой. disappointing about their own world. Здесь что? Просить? Brocade bags, check. Ткань. You need paper slips for Omamori blessings? I have a few right here. Oh, but I'm afraid I don't have a pen. Don't worry, I got it. That's everything. Let's go give it to the lady. Так, вернемся. Ah, there you are. Is the omamori ready?
Almost. I just need to write the blessing. 1 second. Скажите, Here, ma'am. скажите, Please come and pray over here. скажите. Oh, great Narukami, please watch over my granddaughter and keep her safe on her journey. М. This is a job for a real shrine maiden like Inagi. I wouldn't be suited to it. А где быть? Чего не поняла. There are some things that mortals are powerless to control. Sometimes praying to the gods is the only thing people can do. Not to mention that the Omamori will mean a lot to our granddaughter. Maybe it'll encourage her to stay safe on her travels? So in terms of the outcome, it's beneficial. The only people I can't stand are the ones who don't think for themselves and at least try to solve their own problems. By relying on the gods for everything, all they're doing is neglecting themselves and those around them. No, that has nothing to do with it. The reason I don't want to be a shrine maiden is that I don't enjoy it. But enough about that. It looks like they've just about finished, I think. Let's go. Прощаемся. Thank you ever so much. When my granddaughter returns next year, I promise to bring her here so we can pay our respects together. You're welcome, ma'am. Make sure to watch your step on the way down. I will. Don't you worry now. I've walked this path many a time before. Oh yes, I don't believe I've thanked you yet, have I? Thank you for the Omamori. I'll make sure that my granddaughter keeps it with her. You're welcome. Just doing my job. It's been a long time since we last met each other at this shrine, hasn't it? So, you finally came back? Huh? I think you've mistaken me for someone else. Oh, really? Well, perhaps my hearing isn't as good as it used to be. Although this is very strange. You sound exactly like another shrine maiden I remember. She did... Oh. Anyway, I hope I can hear your voice again when I return with my granddaughter next year. Yeah, you're right. I once did a stint here as a trainee shrine maiden. It was arranged by my family. Ты, она правда здесь была жрицей? Мало только ее хотели, а она не сбежала. Оказывается, она была жрицей. Unfortunately, I have no happy memories of that period. I just remember the way my family would nag me about etiquette and remembering the rules every time I left the house. And how they'd interrogate me every time I got back from the shrine to check that I'd been on my best behavior and hadn't upset any visitors. Not once did I get a simple, "Have a nice day," or "Welcome back." I couldn't take it anymore, so I quit. I was determined to be anything but a shrine maiden. So I studied bookkeeping, worked as an editor for a while, Ух ты! even sat for some exams to qualify as a chef. Про бухгалтерское дело и редактуру это вот кое-что новое, что знали о Куки. I wear this mask to stop people from recognizing me, because I don't want them to pry into my personal affairs. Вот почему она закрывает лицо. И это стало понятно. Okay, enough chit-chat. It's time to report back to you-know-who. Короче, я и Мика, видимо, надеялась, что Куки Синобу, пробовав снова быть жрицей, задумается и вернется. Ну, вряд ли. Идемте. Встретимся с яичкой снова. Брала. Ah, good show today, both of you. It was so much fun to watch. Странное у тебя, я и Мика, представление веселья.
Would you be interested in continuing to work as shrine maidens? Or perhaps Который you'd like to разве work as знает? editors at Yai Publishing House instead? It would be a terrible shame to let such fascinating individuals slip away out of my reach. Regrettably, I must decline, Lady Guji. The Shrine and Yai Publishing House are both fantastic places to work. They're just not for me. All right. Well, keeping you around under duress would only take all the fun out of it. Here, these are your wages as promised. Not a single mora short. Мору. Wages? No need, Lady Guji. I'm here today to make amends. Oh, don't worry. I've already deducted the damages incurred by those boisterous boys from your amount. If you don't take the payment now, I'll be forced to send someone to deliver the package to the Arataki gang. Now, who should I send? Miyuki, perhaps? No need to go to all that trouble, Lady Guji. I'll take it today. Good. How about you, little one? I trust you don't have any reason to refuse. That's more like it. One more thing. You mustn't open the package until after you leave the shrine. Ух, Otherwise, you will be cursed with bad luck. что ты там опять затеяла? Какой сверток? Секретики. This should be far enough. She's always saying things like that. There's probably nothing in here but plain old Mora. Let's see. Yep, just Mora. Oh, wait, it's nothing. I'm just surprised by the amount. This Shrine Maiden gig was surprisingly lucrative. Definitely not. No amount of Mora could make me enjoy that job. Let's see your share then. With no damages deducted, it should be even more, right? Huh, that's weird. It's just a single thin sheet. Wait, what are you laughing at? Фотографии. Ух ты! Ой, какая лапочка! Посмотрите, что же дальше? Удачи! Ах, я и Мика хитрая. Какая она лапочка. Нет. Ей очень идет без маски. Эх, можно сохранить? Ага. Очень мило. Вернемся. Давайте, мои кристальчики. Нам, ну что, отлично. Порадоваться. Как насчет еще одной встречи? Я предлагаю, ну, не будем уходить далеко из Инадзуме. У нас тут есть такой прекрасный генерал Горо. И две концовки, которые я также не открыла. Одна, к слову, еще на 20 кристаллов. Давайте сходим. И еще. Весело, так же, как и предыдущие 3. Так. Ставились. А вот прям вот. Так. Обсудите с Горо, как справиться с ситуацией. Вот она. Теперь я знаю про него немножко больше, чем он занимается, кто
делал уже банный фестиваль. Кстати, можно дать туда. Изменилось, я его доделала. Там есть такая потрясающая, потрясающая не узнаешь его. Тут сидит госпожа Хина. Да. Так, интересно, ничего здесь не поменялось. О, смотрите, дынька, снова костяк. Ленту. Oh, you want to take part? What? Просто выступление, просто интересно. Освободили Ита. Да, последний раз. Эксклюзивные подарочные издания. Интересненькое. Больше ничего не появлялось. А вот еще. Да. Подарочная коробочка Саникабута. Маленькая коробочка Саникабута. Первого взгляда можно понять, насколько она дорогая. Кто бы мог подумать. Точно выпускать подарочный набор. Ох уж, меняющийся рынок. Наверное, ребята придумали награда. Да, ух ты. Из-за вызывающего поведения Ратаки Ита было принято решение временно приостановить организованный барабанный фестиваль. Дата возобновления мероприятия будет утверждена позднее. Сообщение от Кудзисара. Внимание всех горожан. Сегодня состоится неизвестное мероприятие банды Аратаки. Призываем всех быть внимательным, осторожным, избегать травмы, порчи имущества. И просьбы сообщать комиссии Танре о всех нелегальных действиях. Сара Юэмия. Никогда бы не подумала, что кто-то возьмется проводить фестиваль в маленьком уголке этого острова. Тем удивительнее было обнаружить новый фестиваль, о котором я никогда не слышала прежде. Вид здесь потрясающий. Правда, я доску читаю как-то с обратной стороны. Ну да ладно. Хотя это мероприятие не такое оживленное, как другие, оно проникнуто особой романтикой. Банда Аратаки, удачи! В следующий раз я обязательно подготовлю для вас фейерверки абсолютно бесплатно. Юэмия классная. Так. Сообщение от Аратани. Сначала, когда я только узнала, что кто-то хочет арендовать рекламные щиты госпожи Хины, я была решительно против, но они предложили такую цену, что я решила сначала взглянуть на место действия. В то самое мгновение, когда я добралась до места, я была глубоко потрясена, хотя их бюджет был настолько ограничен, они могли арендовать только самую невзрачную площадку. Они все равно в полной мере расплатились с госпожой Хиной. Какими энтузиастами нужно будет, чтобы так поступать? Ни секунды, немедля я уже согласилась подписать договор. Еще, что еще? Ух ты! Ух! Давайте почитаем. Я просто их не видела до этого. Я сделала все эти барабанные выступления. Так, сообщение от товарища по священному призыву 7 Аята. Ух ты, Аята! Мой друг Ита давно ведет со мной карточную войну, но и сотня поражений не охладит его стремление к победе. Такая воля достойна восхищения. Когда мне стало известно, что мой друг организует большое празднество, мое сердце наполнилось радостью. По такому случаю я прибуду с поздравлениями и эксклюзивным подарочным изданием священного призыва 7. Теперь мы знаем, от кого это подарочное издание. Аята. Молодец. Тома, ух ты. Ого, дружище Ита, сколько времени прошло с праздника Ирадори. Не ожидал, что ты никому ничего не говоря организуешь такой серьезный фестиваль. Восхищаюсь тобой. Если будешь что-то организовывать в следующий раз, дай знать, чтобы не понадобилось от площадки до предметов декора. Совсем смогу помочь. Ух ты! Может, это значит, что в следующий раз нас ждет что-то реально масштабное и крутое? Хотя этот фестиваль мне очень понравился. Так, дальше сообщение от Тома. Точно, узнав, что ты любишь жучиные бои, я вспомнил, что у меня дома была парочка Аникабута. Я оставил их на одном из ящиков. Надеюсь, что тебе понравится мой подарок. Ух ты! Сообщение от противника по раменной дуэли. Так, это Кудзисара, да? Какой приятный сюрприз. Кто бы мог подумать, что уважаемый Аратаки Ита еще помнит обо мне и нашем знакомстве за раменом. Не могу пропустить такое интересное событие, как этот барабанный фестиваль, так что отправляюсь в путь сразу после получения приглашения. Чтобы выразить свою признательность, я предоставлю сертификат на бесплатную порцию рамена в лавочке Юкио.
Готовьтесь как следует отблагодарить меня. Ах да, отдельно отмечу, что сертификат будет действительно только при заказе набора с жареным тофу. Будет интересно так. И сообщение от Кимуры. На днях Кузи случайно упомянула в комиссии, что барабанный фестиваль на острове Амакана обещает быть интересным. Нам с коллегами стало любопытно, поэтому после работы мы отправились туда. Кто бы мог подумать, что организацией мероприятия занимается та самая банда Аратаки, которую мы несколько дней назад выслали с острова Рита. Эти ребята заставили меня переменить свое мнение о них, хотя мероприятие не может похвастаться большим масштабом, но не это главное. Надеюсь, что банда Аратаки не остановится на достигнутом. Кроме того, жареная фиалковая дыня невероятно вкусна. Класс. Ну, молодцы. Круто. План безопасности. Сгорание немедленно залить водой, в случае давки эвакуировать посетителей, подготовить аптечку на случай острых заболеваний. Чем больше я пишу, тем больше остается Синобу, этому конца и края нет. Но ведь для получения разрешения и не нужно так много писанины. Сказано, пиши, вот и пиши, пока нас с боссом не будет рядом, будете действовать строго по этой инструкции. Понятно? Давай-ка побыстрее. Классно. Молодцы. Так, ну давайте вернемся к Горо. Это, конечно, здорово. Хотелось бы какие-то еще интересности на фестивале. Как-то он быстро закончился. И где Ита? Горо. There was definitely something strange about the way she looked at me in the end there. Could she be plotting something? Sorry that you had to see that. The real reason I'm here at Yae Publishing House is to buy some books for Her Excellency. Since Watatsumi Island signed a peace treaty with the shogunate, we've had much closer contact than we did before. I also wanted to come and see what things are like in an area ruled by the shogunate. I hadn't counted on running into her. I've interacted with her a few times before, but I can't say I've ever gotten used to it. I've never been good at dealing with people like her. The way she towers over me and speaks so cryptically. Something about her is strangely intimidating. I could probably deal with her in battle, but I don't know where to start when I run into her in normal life. I guess this is a weakness of mine. Так. You're right. I've heard Her Excellency say the same thing before. In any battle, you need to think about how to avoid your shortcomings. As long as I don't come into contact with Yae Miko, everything should be fine. Okay, whatever you think's best. Let's avoid Yae Publishing House for now. Actually, there's something else I have to sort out while I'm on Narukami Island. It's a personal matter. Back when we were fighting the Shogun's army at Nazuchi Beach, I had a box with me that contained some very important items. The odds were stacked against us that day, and the resistance was forced to retreat. I had to abandon the box, but I managed to quickly bury it first. I went back to collect it on this trip, but it turned out someone had already dug it up. So I asked around the area, and the locals said that apparently the Adventurers Guild had beaten me to it. That box is very important to me. I have to get it back from the Adventurers Guild. Would you mind coming along? Thank you so much. Let's head right over. Time is of the essence. Так. Расспросить Екатерину о местонахождении коробки. Так, вот мы рассказываем Катерине о том, что... I'm afraid that will be a little difficult. Don't worry. The item you are looking for is safe and sound. However, I'm unable to return it to you at present. Кого же он, интересно? The reason being, it is connected to a case involving the treasure hoarders, which is still under investigation. That's strange. I buried that box there. What does it have to do with the treasure hoarders? Allow me to explain. Not long ago, we received a commission concerning a theft by treasure hoarders at Komore Tea House. The adventurer who accepted the commission followed their trail and heard that they had buried the treasure at Nazuchi Beach. But when we went to dig up the stolen items, we found many other things buried there along with them.
As such, we cannot ascertain which of the items have to do with the treasure hoarders at this stage. For now, all we can do is hold all related items at the Adventurers Guild until such a time as we have caught the group of treasure hoarders in question. I see. I never expected that other people would be burying things in the same place. Well, since these are the rules, I won't press you for it. But might I ask how the investigation is coming along? This is where the difficulty arises. To date, we have still not been able to locate the hiding place of the treasure hoarders, so I'm afraid it still could take some time. So there's no knowing when this will be resolved. Maybe I could help. I could find the treasure hoarders for you, and once you confirm everything is in order, you'll be able to return my box to me. It's very important to me, so the sooner I get it back, the better. That is perfectly acceptable. However, many adventurers have investigated this case recently. They have searched far and wide, but their efforts have been fruitless. If the two of you are still interested in taking the case, you may have to devise an original approach. Yes, it seems like the only sensible place to start. With any luck, we might be able to find some clues there. Actually, since it's come up, what's the Komori tea house like? Well, obviously. Anyway, let's just go take a look. Так. Отправляемся на поиск зацепок. Wouldn't gliding be faster? Are you here to investigate the recent theft as well? We're grateful for the assistance. However, I'm afraid I don't have any more clues. It was Tarumaru's #2 reserve fund that they stole. They struck late at night while there was no one in the surrounding area, so they could slip in unnoticed. By the time we realized, it was too late. They left enough clues for us to retrieve the box, but we found no trace of the group of treasure hoarders who dared to target our tea house. I've asked around many times, and there were no eyewitnesses at all. We're definitely dealing with experienced crooks here. Ух ты, Тарамару. Oh, Tarumaru, what are you doing out here? How strange. I don't know what's gotten into Tarumaru today. He says he knows where the treasure hoarders are hiding. Ух ты, неужели ты понимаешь Тарамару? How can I describe it? It's like listening to a regional dialect. A lot of it goes over my head, but I can still get the general gist. Anyway, he says he was there at the scene of the crime. The treasure hoarders didn't see Tarumaru as a threat, so he stayed and listened in on their whole conversation. Since there were so many of them and they were armed, Tarumaru didn't dare to bark loudly, so he just had to let them go. Oh, no wonder. Poor boy. He's been acting more anxious than usual lately and is always looking outside. And I thought he just wanted someone to take him for a walk. Yes, that does sound like quite a predicament. Okay, I think I understand now. Что там такое? Tarumaru says he heard the treasure hoarders conspiring to hide out at the beach directly below Tenchukaku. No one usually thinks to look there, and it's become something of a safe haven for treasure hoarders. He also mentioned that there were a gang of 5 people. The leader's name is Kosuke, and the second in command is called Yasuhisa. The leader's scent indicated he was probably from the Narukami Island area, while the 2 newcomers in the team were more likely from somewhere else. Thank you, Tarumaru. It must have been hard for you, knowing the details of the crime but not being able to communicate them. Don't you worry. We'll take care of everything from here. We will definitely get your belongings back. Let's go there in person. We might not have any troops with us, but between the 2 of us, we should be able to deal with a handful of petty thieves. Так.
найти. Ух ты, у меня тут какой-то квест появился. Давайте-ка мы его возьмем. Пока он тут появился. Ух ты. Хироми, офицер комиссии Кандзё. О, чужестранка. Эй, чужестранка, чего это ты тут шаришься? Так, пишу себе, что... Хироми, так, я вообще просто проходила мимо. Так, вас начинает угрожать. Не беспокой меня по пустякам, чужестранка, иначе тебе придется пройти вместе со мной в инспекцию по делам чужеземцев. Не знаю, как ты здесь оказалась, но препятствовать работе самурая — это преступление. Комиссия Кандзё тебя строго накажет, если узнает, так что советую держаться подальше ради собственной безопасности. Так, неужели чужестранцы уже перестали бояться господина комиссара, спрашиваю. У нас Кандзё, не знаю, что я уже не помню, что там по чьей юрисдикции, ну, допустим. Ах ты, возмутился он, мы его, кажется, подловили, что он не в своей юрисдикции. Так и есть, но даже самурай имеет право на свободное время. Вам, чужестранцам, не понять. Да почему же? Да почему же? Кого ты ждешь? А что, если жду? Да ладно, я просто спрашиваю. Пожалуйста, не задавай мне бессмысленные вопросы, когда я на службе. Ну, оставь меня в покое уже. Пожалуйста, уходи. Странно. Продолжает висеть. Ждет одного человека. Сомнительно у тебя знакомство. Ты ставишь под сомнение добросовестность чиновника, и на службе жду своего осведомителя. Говори громче, я тебя еле слышу. Ну все, довольно, уходи, иначе тебе придется проследовать со мной. Давай, я не против, пошли. Ты не боишься, что комиссар тебя депортирует? Ничего, выкручусь. Пожалуйста, не сообщайте об этом комиссару, но я все еще не понимаю, что именно вы хотите узнать. Я просто мелкий чиновник, мне мало что известно. Помимо того, что связано с моей службой, не думаю, что смогу чем-то серьезно помочь. Я могу тебе помочь. Мне не верится, что чужестранка способна понять честь самурая. Мое вам почтение. Надо же, не просто чиновник, но еще и мастер делать комплименты. Ладно, не нужно больше насмешек, я глубоко извиняюсь за свою грубость. Пожалуйста, примите мои извинения. Кстати, по-моему, вы не представились. Что ж, раз вы хотите помочь, у меня есть к вам одна просьба. Ура, дождались. Ну так вот, у меня есть подруга детства, чужестранка, с которой я не могу встретиться с тех пор, как вступил в силу указ Сококу. Я беспокоился о ее безопасности, поэтому стал запускать бутылки с письмами в надежде, что она их прочтет. Она до сих пор не ответила. Так, что ты имеешь в виду? Ух ты! Так, можно посмотреть, что за письмо, прежде чем я ему его отдам? Блин, он не слетел. Я просто хочу глянуть. Нет. Так, можно его сразу? Ух ты, посмотрите-ка. Я не помню, где я ее нашла, даже когда нашла. Прикольно. Это оно, и внутри ее значок. Даже не знаю, как отблагодарить тебя. Ты же не будешь возражать, если я прочту, верно? Что не надо? Ты еще помнишь ресторан «Призрачная беседка»? Приглашаю тебя встретиться там. Деньги на вино я приложил к письму. Но если ты не та, кому было предназначено это письмо, хватит уже читать. Это было невероятно грубо. Когда ты ей писал письмо, ты был таким же серьезным? Хватит дурачиться. Если хочешь мне помочь, так и скажи. В общем, недавно один из ее старых друзей доложил мне, что у нее все хорошо. Они оба искатели приключений, путешествующие по миру, так что я верю его словам. К сожалению, моя работа не позволяет мне путешествовать так далеко. Я хотел попросить его доставить мое письмо, и мы договорились встретиться здесь. Но у него на уме одни сокровища. Он в спешке отправился исследовать древние руины в северной части острова Наруками. С тех пор я от него ничего не слышал. Я уже который день подряд прихожу сюда и жду его, но не могу вечно продолжать отпрашиваться с работы, поэтому я надеялся, что ты отправишься на его поиски со мной вместе. Подозреваю, что в одиночку я вообще с трудом найду дорогу до руин, но вместе мы сможем управиться гораздо быстрее. Кстати, раз бутылка уже у тебя,
Можешь заодно передать ей бутылку. Могу ли я рассчитывать на твою помощь? Давай. Справляемся. Ну, квест я взяла. Я его сделаю в другой раз. Потому что сейчас я хочу город продолжить, божечки. Как же так-то? Я уже забыла, что там было. Где? Блин. Да, наверное, не надо было так делать. Придется в процессе. Где там остановилась? Можно мне... Ага, вот. Есть текущая встреча, вы можете посмотреть ее в списке заданий. В кровищах. Чего я не увидела в списке заданий? Вот. Ух. Обошлось. Что новый квест нашла? Круто. Хоть не туда несет. Понял меня. Есть. Ага. И ниже. Да что ж такое-то? Что ж я... Не очень невнимательно. We're getting close. There's danger in the air. Something doesn't smell right. Be careful. Okay. Think you can get away? The wrong test subject. This is bizarre. How would anyone think to look here? Boss, didn't you say that the most dangerous place is the safest place to hide? Yeah, and I still maintain that I'm right in principle. Think how many days we've been here. No one else has come looking for us, have they? I can't believe we got caught. Just when the whole thing had nearly blown over. Hey, kid! Who the heck are you guys anyway? Shouldn't waste any more time on these people. Life is tough in the Resistance, but none of our troops would ever think about laying a hand on the innocent civilians under their rule. You have things so much better here, and this is how you choose to live your life? We should turn them over to the Adventurers Guild right away. Once their identities are confirmed, they'll get the punishment they deserve. Please, show a little mercy. We'll give you half of everything we've saved up over the years. If you're willing to turn a blind eye on this, anything's up for negotiation. That's enough! Tie them up and take them away. Come to think of it, this is not a military camp, so there's no need for me to be so heavy-handed. But thieves still have to be punished. Let's escort them back. Да. Так. Поймали.
I am pleased to confirm that these are. I didn't expect you to catch them so quickly, especially with no new leads to explore. In accordance with the rules, now that we have procured an oral confession from the treasure hoarders and verified the list of stolen items, we can now return the box to you. Here, please take it. Thank goodness. Well, let me think. The contents of the box don't belong here. They belong on Watatsumi Island. So, let's head there now and open it. Так. А может даже на Ватацуми нужно. Ох, деревню. Бежать туда. Интересно, что такое, какой-нибудь древний артефакт или реликвия местная. Вот какие-то личные вещи. Девочка какая-то. Что-то лежит. Пусто. Пусто как пусто. One, two, three. Yes, it looks like they're all here. Some personal items that once belonged to the troops under my command. Sandals, towels, knee guards. Just everyday items, but each one we all knew going into that battle that the Я odds of survival пролистаю were slim. чуть-чуть. You see, their swords and pole up Грустный in the end. Горо. All they could leave to their families were these ordinary Очень items. My грустно. soldiers trusted me. Then they trusted me with these. And every time something like this happens, yeah. But Да. Грустный мальчик. И это не та концовка, за которую мне дали кристаллы. Ладно. Судя по тому, что мой голос не стал. Ага. Я уже подустала. Вроде немного говорила, но... Так. Я нужно беречь. Ладненько, тогда на этой ноте мы закончим сегодняшнее наше путешествие, наше маленькое приключение. Мы побывали в разломе, мы побывали в Инадзуме, мы встретились с Куки Синобу из Горо. Было здорово, интересно, надеюсь. Нашли новый квест. По крайней мере, для меня новый. Я его не делала. Что ж, хочу сказать спасибо за внимание. Надеюсь, приятного просмотра. Также мне из новостей я сегодня сделала для нашего общения, для тех, кто на меня подписывается и хочет общаться вне стримов. Маленький сделала телеграм-канал. Я долго думала, какую соцсеть выбрать для этого. Подумала, что телеграм, он более универсальный. Я буду публиковать туда какие-то новости, возможно, расписание трансляции. Посмотрим. Может быть, какие-то, не знаю, идеи, дополнительные материалы. В общем, там можно будет пообщаться. А со временем, я надеюсь, мой канал будет развиваться. Будут приходить новые люди, с которыми у нас сложится прекрасное дружеское общение. Я буду очень надеяться и стараться для этого. И ждать вас в гости. Приходите, буду рада. И Люк тоже вместе со своей прекрасной птицей. Ну, на этой ноте я на сегодня говорю вам до новых встреч. Хорошего вечера, доброй ночи. Приятных путешествий и приключений. Надеюсь, скоро увидимся. Пока.